Представители знака зодиака Рак. Здравствуйте, мои дорогие. Таро расклад. События ближайшего будущего. Таро на неделю с 15 по 21 июля. Давайте узнаем, что же подскажут карты для вашего знака зодиака. Какие энергии будут, по мнению карт, преобладать на эту неделю. Будем, конечно, реалистами. Любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из вас. Но я надеюсь, мы с вами проведем приятное время. И все равно какой-то пазл ваш сложится или какую-то подсказку для себя самого вы увидите. Или дело свое как-то просчитаете. Вы люди интуитивные, поэтому я думаю, метафора как карт вам даст какую-то возможность, как дело какое-то наперед, немножко просчитать, заглянуть в будущее. Итак, в нашем еженедельном прогнозе мы зададим традиционные вопросы. Первая карта. Что важно знать? Или чему отдаем предпочтение, может быть, на этой неделе? Чего не избежать или неожиданности? Чему сейчас не время, по мнению карт? Или что может помешать? Что будет помогать? Что скрыто? Дела, работа, бизнес. Энергия денег, финансы. И энергии смотрим личная жизнь. Что же важно знать? Рыцарь Пентаклей. Это тот, который едет медленно. Куда-то вы не торопитесь, нам говорит карта. Хороша. Эта карта, кстати, когда, к примеру, новый проект. И вы понимаете, что да, добрые дела наспех не делаются. Мы планомерно что-то просчитываем, узнаем информацию недостающую или развиваем какое-то дело или просто работаем, в каком-то своем ключе, как это было прежде. Нет торопливости, нет спешки. И если вопрос касается действительно какого-то нового проекта, то тогда нужно принять во внимание, что мелочи какие-то в вашем деле могут сыграть существенную роль. Для кого-то из вас это решение финансового вопроса. Может быть, эта карта иногда говорит, что вы ожидаете прихода денег, и по какой-то причине эти деньги могут слегка задерживаться. Вот может быть и такой момент. Давайте посмотрим, чего не избежать. Праздника, правда, мои дорогие, у многих дни рождения, поэтому поздравляю именинников, да и всех вас. Какие-то приятности, какие-то бонусы, может быть, хорошее настроение попросту на эту неделю. Или сама энергетика этой недели располагает к тому, чтобы больше радоваться. Или к тому, что хорошее настроение. Или если, как в неожиданностях, может быть, какие-то комплименты. Или какие-то приятные предложения. Или радостные известия. Чему сейчас не время? Король Пентаклей – это тот, который надеется сам на себя. С другой стороны, это великий консерватор. Может быть, не время какому-то консерватизму, а добавить попросту в эту неделю больше вдохновения. Подумать, вспомнить, о чем я мечтал или мечтала. Подумать не только о том, что на злобу дня или о хлебе насущном, а вот есть что-то еще, кроме финансов, или как ваша какая-то идея, задумка, которую вы можете воплотить в жизнь. Конечно, у вас две пентаклевые карты, и поэтому вопросы финансов все же, видимо, для вас на этой неделе будут играть базовую, основную роль. Вам захочется что-то просчитать. По этой карте нам могут говорить, что, может быть, не время, но где-то тратить деньги, но тратить, знаете как, на что-то более фундаментальное. Все же великий консерватор, если нам и говорят про короля Пентаклей, то я могу предположить, что, к примеру, вы захотите на этой неделе купить что-то, как недвижимость, или какие-то крупные покупки совершить. Но вполне вероятно, может быть, и следует обдумать, или вдруг появятся потом какие-то иные варианты. Вообще, я не вижу, откровенно говоря, чего-то такого, чтобы вам существенно помешало. Ведь продуманность какая-то идет по королю Пентаклей, будем говорить прямо, это всегда полезные энергии, которые нам помогают. Ну что же помогают?
А вот смотрите, вас могут, правда, уговаривать на что-то. Нам помогает, когда мы умеем работать с информацией, когда мы ее перепроверяем, когда мы не включаемся быстро в какие-то дела только лишь на импульсе или потому что нас кто-то подцепил на эмоции. Пятерка жезлов всегда говорит, что первое, мы можем столкнуться с человеком, который нам, к примеру, пообещал что-то, а потом о нас забыл. Или утром обещает, а к вечеру он уже не помнит, или у него меняются планы. То есть какая-то ненадежность, детскость. С другой стороны, это где-то вам быть легче на подъем. Карта тоже говорит, не давай никому обещаний, не включайся в какие-то обязательства. Вот тогда короля Пентаклей и можно как раз, чему сейчас не время, не включиться, не навесить на себя каких-то дополнительных обязательств, если мы говорим, или дополнительных трат, или крупных трат, ну, по крайней мере, не на этой неделе. Работать с информацией – это благо. Но сказать, что достать из кармана деньги и заплатить какую-то существенную сумму, пожалуй, все же не на этой неделе. Что скрыто? Да, где-то энергия отшельника об этом и говорят. Отшельник, он идет своим путем. Вот я могу сказать, мои дорогие, что вас не должны уговорить на что-то. Или через эмоции на что-то подцепить, когда эмоций будут много. Эмоций большинство будет приятной. Все-таки тройка кубков – это карта праздника. Это карта, ну, хорошего настроения. Иногда мы на волне хорошего настроения, правда, бывает такое, мы можем согласиться, на что в другой момент мы бы явно не решились. И вот что скрыто. Допустим, потратили деньги, купили что-то грандиозное, а потом вы можете разочароваться. Отшельник. Это же у нас дервиш. Это тот, который... Для него идея важна, жизненный путь важен, а не какие-то покупки, если мы уже так сводим немножко к деньгам. Может быть, в последующем придется какой-то путь, ну, чтобы не приходилось нам, скажем. Сегодня деньги потратили, а завтра какая-то сумма, которую вы ожидаете, она будет задерживаться, и вы тогда будете себя корить, что эх, я погорячился, а в предыдущий день какая-то сумма от меня ушла. Вот так может проиграться. Поэтому будьте рачительными хозяевами. Хотя скрыто есть такой момент, что и вам может захотеться кому-то из вас просто уединиться. Отшельник ведь он на своей волне. Он нам может говорить, что есть какие-то или могут быть вопросы на этой неделе, которые нужно, ну, как философски рассмотреть. Не значит, что скорее мы что-то осуществляем, а прежде чем мы что-то делаем, мы продумываем. Но, в принципе, эта карта говорит о том, что вам ничто не мешает, и это уже благо. Дела, работа, бизнес, королева жезлов. Вот, кстати, она умеет хранить молчание. Сильная позиция. И у вас сейчас сильная достаточно позиция. Ваша сила будет еще в том, что вы, а вы правда, вы умеете хранить секреты, как свои, так и чужие. И вам могут люди принести как свои переживания. С вами могут прийти, знаете, поговорить по душам, рассказать что-то свое. К вам могут прийти поплакаться в жилетку, мои дорогие. И это может быть буквально даже на работе. И каким-то образом королева жезлов этим и сильна, что она притягивает как магнит к себе людей, и у вас будут энергии такие на этой неделе. И путем того, что с ней люди разговаривают, каждый рассказывает что-то о своем, а она узнает больше информации. Тут кто-то может проболтаться немножко больше, чем он, может быть, собирался. И поэтому, может быть, пятерка жезлов в позиции, что помогает, и я уже сказала, работа с информацией. Совершенно по-разному к вам могут приходить какие-то новости, но карты советуют вам какие-то выводы делать. Хотя мы не можем сказать с вами, королева жезлов, она никуда не торопится. И это сильная позиция за счет чего? Потому что ее жизнь, она имеет опыт. И вот ее жизнь как будто научила. Она не спешит, чтобы не повторять какие-то ошибки. Она сначала слушает, анализирует и только потом действует. Вот такие энергии. Но вполне вероятно, что какая-то как предложение или идея у вас может зародиться о том, каким образом можно еще заработать деньги. Потому что королева жезлов, она наиболее удачлива как раз в решении денежных вопросов. Что же сами по себе деньги? Колесо фортуны.
В этой колоде карт очень доброе значение. Поэтому те деньги, которые задерживались, как я сказала, по рыцарю Пентакли едет медленно, и все же это денежная карта, деньги приходят. Может быть, даже с задержкой. Обещали в понедельник, а заплатят в пятницу, мои дорогие. Может быть, торжество намечено, да, вы где-то, вот может быть такое, да, но подводит именно то, что сумма как-то приходит с опозданием, но все равно у вас все получится. По колесу фортуны и правда у кого-то как новые способы заработка, или, может быть, как предложение о новой должности, о новой месте работы, или для кого-то из вас с учетом отшельника. Кто-то из вас может задуматься, если прежде, тем более, такие мысли были, не уйти ли мне в свободное плавание, не заняться ли мне, к примеру, фрилансом или развитием собственного творчества, собственного ремесла. А если вы и раньше как бы из двух источников у вас был доход, один какой-то стабильный, а второй то, что вы пробовали еще. Здесь вы можете всерьез подумать, что игра какая-то стоит свеч, именно какая-то ваша деятельность вам тоже может принести деньги. Или, мои дорогие, с учетом праздника, колеса фортуны и то, что у вас дни рождения, да, тут могут прийти именно деньги, как какой-то подарок. И может быть достаточно значимый. У кого-то проиграется и так. Личная жизнь. Выбор, у кого-то выбор касаемо работы, у кого-то выбор касаемо личной жизни. Из двойки мечей должен остаться один меч. Есть то, что вас радует, но есть и то, что еще, с чем вы не определились. Может быть, это касается партнерских отношений. Или, знаете, я бы сказала так. Давайте я достану дополнительную карту. Ведь иногда по двойке мечей мы сами себе можем что-то надумать. И вот эти ложные какие-то сомнения нам могут искажать картину. Ведь карта в первую очередь говорит: увидеть что-то в реальности, не добавляя себе какой-то глубокой философии. Вот понимаете, этот аркан отшельника, он у кого-то проиграется с плюсом, что ничего не мешает, как я сказала. Но так и самим не мешать себе ненужной философией тоже не стоит. Обдумать рационально всегда хорошо. Но когда у нас слишком много сомнений, так бывает в нашей жизни, начали думать одно, а потом где-то соскользнули на глубину наших эмоций, и уже попробуй потом выберись из этого колодца эмоционального. Давайте карту совет. У вас время больших возможностей. Не надо в себе сомневаться. Если это действительно касается сомнений, то гоните их прочь. Посмотрите, старший аркан мир. И тут, если ожидалось получение денег, вы их получите. Если вы хотели славы, буквально, у вас может осуществиться какой-то проект. Если вы хотели осуществить куда-то поездку, переезд, этому тоже в вашей жизни как бы состояться. У вас благополучное время. Да, нам не говорят, что это быстро произойдет. По карте мир это какая-то дистанция предполагается. Но ведь нам говорят о том, что нет ничего невозможного. Вообще, если мы спросили как карту совет, спокойная неделя, спокойная энергия, какие-то приятности больше вас ожидают, по крайней мере, так нам говорят карты, мои дорогие. Поэтому не мучайте себя сомнения. Попробуйте порадоваться за самого себя. И попросту устройте себе праздник. Какие-то глубокие рассуждения вот явно вот в эту неделю вам не помогут. Правильно оценить информацию. Или я бы даже сказала, с учетом пятерки жезлов, позиции, чему сейчас не время. Сбросьте с себя какой-то груз забот. По пятерке это всегда нас пытаются приобщить к какому-то делу, которое кому-то нужно, а нам вот как раз нет. Поэтому сбросьте какие-то, или обязаловку, или обещания. Побудьте легкомысленным на эту неделю. Это вам помогает. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.